Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Максим Радайкин и сегодняшний мой собеседник Александр Фролов. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте. Добыча газа на Украине упала на 40% с начала 2025 года, за счет чего украинское государство умудряется до сих пор поддерживать энергетику на плаву. И насколько тяжелы потери в топливно-энергетическом комплексе. Так как пишут в новостях, что Украина планирует импортировать до 800 миллионов кубометров газа из Европы в феврале-марте. Александр, что происходит с газовой отраслью незалежной? Давайте напомним про объемы потребления. Объемы потребления при Советском Союзе территории УССР. Понятно, территория УССР несколько отличается от той территории, которая сейчас подконтрольна Киеву. Но, тем не менее, не только в территориальных изменениях проблема. Так вот, последние годы существования УССР потребление газа превышало 100 миллиардов кубических метров на этой территории. Ну, газ потребляла промышленность в основном, а на втором месте было население, ну и, собственно говоря, для производства электрической энергии также газ расходовался. Если мы посмотрим на показатели 2008 года, мы увидим, что потребление к тому моменту сократилось примерно до 65 миллиардов кубических метров. 2008 год был годом, когда начал разгораться мировой экономический кризис, то есть до этого кризисные явления были в Соединенных Штатах Америки, а вот во второй половине 2008 года стало основательно накрывать весь мир, включая, кстати, Россию, вообще постсоветское пространство, Европу, всех-всех-всех. В России тогда сократилась добыча газа, потому что сократилось в первую очередь потребление газа у зарубежных игроков. Там получилась такая противоречивая ситуация, что в 2008 году заканчивалось действие контракта на поставку, надо было заключать новый контракт, в общем, на транзит и на поставку газа на Украину, и в итоге получилась следующая ситуация. Вы подписываете контракт, исходя из показателей 2008 года, 7-8 годов, то есть исходя из того, что потребление на Украине 65 миллиардов кубических метров. Еще раз, это как раз территория УССР бывшей. 2008 год. Куда треть потребления делась? Да известно, куда делась, в основном за счет снижения потребления в промышленном сегменте. Так вот, дальше мы идем. Да, кстати, как это может быть? Например, одно дело, когда у вас перерабатывается на территории 50-52 миллиона тонн нефти, а другое дело, когда 2-3 миллиона тонн перерабатывается. Потребление природного газа у вас будет немножко отличаться. И дело там не в гидропроцессах даже, которых тогда, насколько мне известно, было не очень много на этих предприятиях, а проблема в том, что, природный газ можно использовать в качестве топлива. Но это ладно, это мы как-то в сторону отбегаем, просто как маленькая такая иллюстрация, куда потребление газа, куда треть делась-то. Известно, куда она делась. Но, тем не менее, 65 миллиардов кубов это был вполне приличный объем, исходя из которого как раз заключался контракт на поставку газа на территорию Украины. А в 2009 году потребление сократилось на 15-20 миллиардов кубов. То есть оно снизилось где-то примерно до 45 миллиардов. И дальше, по сути, плясало вокруг этого показателя. То есть контракт подписывался, исходя из совершенно других объемов потребления, а тут вот такая неприятность возникла, которую преодолеть украинская экономика уже не смогла. Не смогла по целому ряду причин, главная из которых это сложности у промышленности. На втором месте это программа по снижению потребления газа в области электроэнергетики. Но, правда, эта программа, по большому счету, начала активно реализовываться году в 2010, но она все-таки оказала косвенное влияние на то, что показатель не вернулся, потребление газа не вернулось к показателям 2008 года. Тем более к показателям 90-го, 91-го годов. Про это вообще мечтать невозможно. И вот в итоге потребление газа на территории бывшей УССР, именно вот на этой территории, плясало вокруг отметки 42-45 миллиардов кубов.
Наступил 2014 год, наступили территориальные изменения, наступили изменения политического характера. Ну и, в общем, дальше потребление газа стало сокращаться. К 2021 году включительно оно уже составляло так в отдельные годы 28, 32, вот плясало вокруг этих показателей. То ли 28 миллиардов кубов в год потребляется, то ли 32 миллиарда кубов в год потребляется. С приходом 22 года и с началом боевых действий потребление газа еще сократилось до отметок порядка 20 миллиардов кубических метров. И дальше уже, ну, по сути, 20 миллиардов кубов не превышало. Пока итогов 2024 года я не видел. Ну, возможно, они есть, вот я не видел. Но предпосылок к тому, чтобы там произошел рост спроса на газ, в общем-то, нету. Да и какой там рост может быть? На несколько сотен миллионов кубов? Ну, несерьезно абсолютно. То есть, по большому счету, если мы берем именно подконтрольную Киеву территорию, понятно, держим в уме изменения территориального характера, но все же сокращение относительно позднесоветских времен пятикратное. То есть было 100 миллиардов кубов, теперь вот там 20 миллиардов кубов. Да, понятно, но даже если сделать поправку на территориальный фактор, мы увидим, что потребление снизилось без учета, без учета событий, начавшихся в 2014 году, потребление все равно снизилось более чем в 2 раза. Вот. Это те предпосылки, которые нам нужно понимать, когда мы вообще говорим о потреблении газа на Украине, и тут нужно внести еще один показатель – внутреннее производство, собственно, о котором идет речь. Внутреннее производство на Украине составляло обычно около 20 миллиардов кубов. Там плюс-минус, эти плюсы-минусы нам не очень важны, но если кому-то вот принципиально, то, скажем, там в 2023 году добыча была 19,3 миллиарда кубических метров, ну вот, примерно в этих пределах газ добывался. Были программы увеличения добычи, еще в 2016 году принятые, которые требовалось реализовать до 2020 года. Программы не были реализованы, в общем, а что вы ожидали? Вот. В ходе реализации программы увеличения добыча сократилась. Так бывает, еще раз, с 16 по 20 годы. Тут вообще без каких-либо территориальных факторов, это вот просто большие молодцы в руководстве Украины, в руководстве «Нафтогаза», вообще все умнички. Вот прям вот золотые люди, вот в кого не ткни пальцем, вот прям каждый человек на своем месте. Сказал, надо до 20 миллиардов кубов добычу газа в рамках «Укргазвидобування». Это дочернее предприятие «Нафтогаза», которое занимается, как вы не поверите, добычей газа на территории Украины. Так вот, они добывали 14,5 миллиардов кубов по состоянию на 2016 год, стали добывать где-то 13,5 миллиардов кубов к моменту, когда должны были увеличить производство до 20 миллиардов. Ну вот, понимаете, вот такая вот история. А еще где-то 6-7 миллиардов кубов, в зависимости от периода, который мы берем, добывают независимые игроки. Но там, правда, независимые игроки в некоторых кавычках, потому что часть этих независимых игроков – это отжатые у государства были активы. Но это ладно, это мы сейчас будем углубляться в эти интересные события внутриукраинские, которые, в общем, мало чем отличаются вообще от некоторых процессов, происходивших на постсоветском пространстве. Поэтому просто вот ткнем пальцем, что вот такое бывало. И заметим следующее, что основной потребитель газа на Украине сейчас это не промышленность, это не электроэнергетика, это население, которому по состоянию на 2021 год, точнее на 2021-2022 годы, вот давайте так, требовалось где-то, если память меня не подводит, 14-16 миллиардов кубов, в зависимости от того, какой период мы берем. Понятно, были периоды, когда населению требовалось больше газа. У нас тут периодически бегают люди, которые говорят, а вот зато на Украине 100% газификация. Да. Вот главное так интересно, знаете, года с 14-го там дегазификация идет, то есть люди просто отказываются от газа, потому что он дорожает. Вот. А газификация все 100%. Поразительная история. Большой привет всем, кто сейчас прибежит, об этом расскажет. Вот прям, знаете, вот в процессе дегазификации как-то умудряются в сознании отдельно взятых комментаторов держать 100% газификации. Удивительно. А если добавить сюда, что под 100% газификации подразумевается не только газификация сетевым газом, но и газификация баллонным газом, то есть пропаном, который в баллонах красненьких привозится, то, мне кажется, картина вообще начинает играть особо яркими красками. То есть
Дело в том, что в России и на Украине немножко разные системы подсчета уровня газификации. Но это ладно. Нам здесь не это важно, а важно то, что происходит постепенное сокращение спроса на газ, в том числе в сегменте на душу населения. Давайте вот лучше этот показатель возьмем, потому чтобы не оговариваться каждый раз вот с учетом территориальных изменений или без учета территориальных изменений. На душу населения потребление газа на Украине сокращалось, потому что газ при людях, которые говорили, что газ должен подешеветь, газ подорожал в 10 раз. Присмотритесь к тем людям, которые вам говорят, что газ должен подешеветь, и тебе, простой россиянин, газ должен обязательно стоить дешевле. Это не к тому, что газ должен стоить дороже, если вдруг что. Это к тому, что вот эти вот добрые люди, которые бегают и говорят, да-да, газ должен стоить дешевле, и вот при нас именно газ станет дешевле. Мы уже таких видели. Если кто-то считает, что вот население России радикально в лучшую сторону по уму, по политической грамотности отличается от населения Украины, ну что ж. Блажен, кто верует, как говорится. Блажен, кто верует. Ну и завершая, наверное, вообще эту тему, я замечу следующее, что без нормализации отношений в том или ином виде, даже нет, не так, без настоящей нормализации отношений, которая подразумевает экономическую интеграцию. А экономическая интеграция подразумевает технологическую интеграцию, промышленную интеграцию. Вот без этого всего, даже если будут прекращены вот эти силовые воздействия на ту или иную инфраструктуру, проблемы с газоснабжением будут продолжаться. Проблемы с электроснабжением будут продолжаться. Проблемы с теплоснабжением будут продолжаться. Понятно, что все можно парировать. Ну, такого рода риски можно парировать. Берете много денег, берете много оборудования, берете много специалистов, берете толковых управленцев, которые могут это все дело как-то в единую систему объединить, проводите глубокую модернизацию всего и вся, всего энергетического сектора, и приходите к прекрасной ситуации, когда вы вообще ни от кого не зависимы, все у вас прекрасно, все у вас хорошо. Ну, будем честны. У власти-то те самые люди, либо у власти, либо где-то около власти те самые люди, которые все на свете провалили в прежние годы, которые все успели провалить. Часть этих людей – это те, кто успел все, что можно было провалить и до 2014 года. Часть этих людей, которые проваливали и до 2014 года, и до 2022 года. И с вот таким вот управленческим резервом, давайте так это назовем, надеяться на то, что даже если на Украину откуда-то сверху денежный дождь прольется, и все эти деньги пойдут в энергетику, надеяться на то, что ситуация улучшится, не приходится, потому что до энергетики эти деньги не дойдут. А если дойдут, то, знаете, текущие ремонты, скруточки где-нибудь там появятся дополнительные, где-то, может быть, ЛЭП какую-нибудь поставят, вот прям, смотрите, можно еще красной ленточкой ее обвязать и ленточку перерезать. Сказать, видали, была деревянная опора, а стала вот металлическая. Красота-то какая, кто молодцы, мы молодцы. Сколько стоит? 10 миллиардов. Металл нынче дорог, дорогие друзья. Вот, так что ситуация безрадостная на самом деле и для потребителей на территории Украины безрадостная. Ну, понятно, что для текущих властей это, по идее, должно быть поводом задуматься о том, что нельзя плевать в протянутую руку со стороны, не России, Венгрии, Словакии, то есть со стороны тех стран, откуда сейчас газочек идет. Вот. Не надо плевать в эту руку, не надо кусать эту руку, не надо как-то гавкать в ту сторону. Что-то как-то вот такие животные ассоциации по отношению к этим чудесным людям, окопавшимся в руководстве Украины, возникают. Ну так вот об этом стоит задуматься. Потому что электрическая энергия откуда-то оттуда, газ откуда-то оттуда, а без электрической энергии, без газа, вы можете протянуть? Нет, вы можете. А податное население как? Может? Нет? На этом
пожалуй, на сегодня все. Всего хорошего. Александр, большое спасибо за комментарий. Друзья, подписываемся на Геоэнергетика Инфо, подписываемся на Александра Фролова. Все ссылки будут в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации. Спасибо, до новых встреч. Всего хорошего. Ну и подпишитесь на телеграм-канал «Нефтегазовая игра», телеграм-канал «Инфотек». Все, на сегодня все. До свидания.